Для плетения нам понадобится проволока, достаточно толстая, плотная, клей, ПВА или водостойкий, спица, плоскогубцы, ножницы, скотч и бумага для выпечки, а точнее это пергамент. Плести будем из листьев лилейника. Они уже подготовлены, как указано в моем отдельном видео. Если нет возможности сплести корзинку сразу на целом каркасе, то можно ее сначала сплести из отдельных частей, а потом соединить эти прямоугольники по краям. Можно подобрать коробку подходящего размера и уже огибая ее добиться одинакового размера каркасов. Каркас можно делать из любой проволоки, и так как она может заржаветь или окислиться, то лучше либо покрасить эмалью, либо обмотать скотчем. Чтобы сделать в боковой части корзинки своеобразную ручку, а точнее отверстие для руки, вот примерно по ширине как рука, можно сделать заготовочку, также обернуть ее скотчем и вот здесь отцентровать и либо на каком-то расстоянии с использованием проволочки закрепить, либо примотать прямо вот таким образом, прямо сюда. Чтобы сплести единое полотно на прямоугольном каркасе, нужно сначала закрепить стойки, которые мы будем потом оплетать. Наглядно это видно вот здесь. Вот прямоугольный каркас, здесь закреплены стойки, и они потом оплетаются. Но из чего сделать сами стойки? Посмотрите, вот это натуральный материал, это стебель самого лилейника, на котором были цветы. Но, к сожалению, я их не заготовила, поэтому можно их заменить стоечками из пергамента. Работать с пергаментной бумагой очень удобно, потому что стойки можно вырезать любой высоты, а ширина определяется при разрезании сначала пополам, а потом еще раз пополам. Чтобы сделать трубочку, слегка протираем бумагу влажной тряпочкой, не задерживаясь. Вот с минимальным углом укладываем спицу и начинаем наматывать на нее бумагу. Потом можно использовать скотч, здесь придерживать в тонком состоянии намотку и продолжить ее. Фиксируем и достаем спицу. Вот такая штука у нас получается. Также можно сделать стойки из проклеенной джутовой веревки. Здесь делаем загибочку примерно на 1,5-2 сантиметра. Эти стойки мы будем цеплять по точкам каждые 2 сантиметра. Почему именно жгутом, а не просто лентой вот так? Так тоже возможно, но в этом случае, когда подкручивается полоса, то удерживается стойка гораздо лучше. При этом более декоративный вид. Возьму 7 нитей, сводим их сюда и затем перекидываем между собой. То есть вот сейчас, если посмотреть
с этой стороны, то левый край пойдет вверх, а правая сторона пойдет вниз. Так, кстати, можно прокручивать. Вот так вот делать такой небольшой жгут и перебрасывать. Так. Дальше устанавливается стоечка. Затем опять в той же последовательности, это очень важно. Правый край идет вниз, а левый с небольшим таким проворотом идет вверх. И сразу же возвращается обратно. Можно вот так вот сделать. То есть он правым сейчас стал, и он сразу возвращается обратно. А вот эта сторона прокручивается и уходит назад. Так. Подтягиваем. Потом сразу же возвращаем ее сюда. А этот край слегка прокручиваем и укладываем за стоечку. То есть вот здесь в промежутке между стойками наши две нити, скажем так, должны обязательно переплестись. Причем та, которая слева, должна быть сейчас обязательно сверху. Продолжаем. Можно уложить плетение. Все стоечки должны быть сверху. И плести дальше. Концы начали истончаться. Таким образом, нам нужно сейчас будет добавлять нити для ровного плетения. Обращаю внимание, что при этом одна из сторон, она как бы сзади, а вот эта впереди. Чтобы скрыть вот именно наше добавление под вот эту нить, которая сзади стойки, мы будем добавлять сложенную вдвое полоску. Желательно ее даже подкрутить вот с этой частью. Сюда пока ничего не добавляем, потому что это может быть потом видно. Итак, прокрутили левую часть, ввели ее вперед, то есть сверху. Эту пока вывели вперед. Теперь, когда эта часть уже стала задней, мы можем ее дополнить полосой. При переходе к следующему ряду очень важно понять один момент. На выходе к железной стойке одна сторона была снизу, вторая была сверху. Теперь нам нужно оставить ту же ситуацию. То есть та сторона, которая была снизу, она должна остаться также снизу, то есть пойдет первой. Мы ее заводим за стойку и выводим вот сюда, между стойками. А та, которая вот была изначально сверху, теперь также должна остаться сверху. Теперь обратите внимание, если повернуть плетение так, то мы видим, что теперь левая сторона снизу, а правая сверху. Вот эту же ситуацию нужно повторить теперь множество раз во втором ряду. То есть меняется та сторона, которая будет сверху. Если мы повернем сюда, то мы увидим, что именно такое плетение дает нам эффект косички. Смотрим. Получилось, что у нас правая полоса снизу, левая сверху.
Соответственно, вот эту же последовательность нам нужно сохранять на протяжении всего ряда. Другими словами, каждый ряд меняется положение правой или левой стороны. Вот я доплела до того момента, когда нужно уже выплетать ручку. Эти стоечки можно обрезать. Здесь мы от края плетем также. И теперь будем заканчивать уже не здесь, а вот здесь, что, в общем-то, очень логично. Оплетаем ручку вот таким образом. А здесь мы пройдем дополнительно. Вот эти концы слегка подплетаем сюда и отрезаем. После того, как деталь готова, ее важно хорошо просушить. Если это лето, то где-нибудь на хорошо продуваемом месте. Если зимой, то лучше сушить над батареей отопления. Когда детали высохли, боковые части можно привязать к коробке веревкой, резинкой и соединить их вот в этих углах при помощи иголки и нитки, а затем прикрепить дно. Чтобы прикрепить дно, я буду прошивать вот эти две детали одну к другой при помощи нитки и иголки. Нитку ведем вниз и выводим на косу. Вот я зашила по периметру дна. При желании можно зашить также и здесь, но это не обязательно, тут в принципе все держится. И теперь достаем коробку, которая у нас была фиксатором нашей формы. Для начала я бы рекомендовала сделать корзинку раза в 2 поменьше, потому что уходит довольно много материала и нужно прикинуть, сколько у вас его уйдет, сколько у вас есть. Но у меня получилась большая вместительная корзина. Это почти весь материал с моей грядки, около 3 квадратных метров.